Всем привет! На поддержку спроса на новые автомобили в России в этом году планируют выделить 21 миллиард рублей. Об этом по итогам совещания у главы государства по вопросам развития автопрома рассказал Денис Мантуров. Плюс наконец-то начнут запрещать допы. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. Из 21 миллиарда рублей на программу льготного автокредитования пойдет 10 миллиардов рублей, на льготный лизинг 5 миллиардов, на скидки по электрическому транспорту 2,6 миллиарда, на газомоторную технику 3,3 миллиарда рублей. Рынок нужно простимулировать той продукцией, которая беспрепятственно производится и может быть поставлена российским потребителям, отметил Мантуров. Поддержать необходимо не только физических лиц, но и малый и средний бизнес, в том числе лизинг техники на газомоторном топливе. На данный момент спроса на новые автомобили в России нет, и с такими высокими ценами и не будет. Запрет допов от дилеров и стимуляция спроса кардинально поменяют ситуацию. Ждем. А пока остановка производств в России, выросшие цены и укрепившийся рубль вернули интерес россиян к праворульным автомобилям из Японии. Как сообщили аналитики, более половины импортированных в Россию за прошлый месяц автомобилей были ввезены через Владивосток, и львиная доля пришлась именно на модели с правым рулем. Причем 42% из них – это свежие авто в возрасте до 3 лет. Даже с учетом расходов на транспортировку и таможенную очистку, автомобили из Японии обходятся покупателям примерно на треть дешевле аналогичных машин на российском рынке. У японских автомобилей есть множество преимуществ помимо конкурентоспособной цены. Во-первых, их качество. Япония завоевала репутацию страны с высочайшей культурой производства, которую внедряет и на заводах других стран. При этом японские автомобили, представленные в России, далеко не всегда имели родную сборку. Скажем, те же Honda к нам везли с заводов США и Великобритании. Nissan выпускал ключевые модели в России, а Toyota Corolla поставлялась из Турции. Во-вторых, японский рынок отличается широким ассортиментом машин необычных форм-факторов, от маленьких кабриолетов до микроавтобусов-внедорожников. Наконец, вторичный рынок Японии достаточно цивилизован, и продажа автомобилей зачастую идет через аукционы, где состояние машин предварительно оценивается и декларируется. Ну и обещанная мною шутка юмора. Купил курс английский во сне. Целый год ставил перед сном послушать. Результат несколько неожиданный. При звуках английской речи мгновенно засыпаю. А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Как вы относитесь к автомобилям с правым рулем? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, относитесь к жизни с юмором. И держитесь между «надо копить деньги» и «один раз живем».